Бишкек, Кыргызстан. Сегодня мы совершим прогулку с высоты птичьего полета по столице Кыргызстана Бишкеку, а также посмотрим город в ретроспективе. Сразу бросаются в глаза хребет Кыргыз-Алато, горного массива Тянь-Шань. Тянь-Шань занимает большую часть центральной территории Кыргызстана. Город был основан в 1878 году на месте бывшей Каканской крепости Пишпек. Мы выходим на одну из главных транспортных артерий города – Чуйский проспект. Справа находится легендарный Ошский рынок. Кажется, будто горизонт немного завален. Это обусловлено тем, что Бишкек расположен на небольшом склоне. Бульвар «Молодая гвардия» – место, где в начале 1940-х годов горожане высаживали деревья в рамках воскресной акции. Слева находится Академия наук Кыргызстана и несколько институтов по химии и фитотехнологии, биотехнологии, математике, машиноведению и автоматике, а также юридический университет. Продолжаем нашу прогулку. Кыргызская национальная филармония. Здания Политехнического колледжа и Национального банка Кыргызстана выделяются своими ротондами со шпилями, ставшими неотъемлемой частью архитектурного облика центральной части города. Дом ООН в Кыргызстане. Слева можно увидеть дворец спорта имени Кажамкула. Далее мы можем видеть парк имени Панфилова с колесом обозрения. Дом правительства, исторический музей. Площадь Алато с государственным флагом. Памятник Курманжан Маматбек Кызы, выдающейся предводительницы и правительницы алайских кыргызов. Курманджан Датка взяла на себя ответственность в очень сложный период правления Каканского ханства, Китая и России. Ее мудрость и дипломатические способности спасли кыргызов от гибели и разрушения. Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. Башня с курантами была построена в сентябре 1984 года. Часовой механизм башни был подарком от Союзной Республики Армения. Вначале на башне били куранты, но к 1992 году механизм сломался.
здания ГУМа и ЦУМа. Детский мир и Дордой Плаза расположены напротив. Трубы городской ТЭЦ видны на горизонте. Она обеспечивает около 14% электроэнергии для всего Кыргызстана, и самая высокая из этих труб достигает 300 метров. Мечеть имени Махмуда Кашгари. Центральная мечеть имени Имам Сарахси, построенная при финансовой поддержке Турции, является одной из главных достопримечательностей Бишкека. За мечетью через дорогу видно пустое пространство. На этом месте находилась крепость Бишкек. Фотографии крепости были восстановлены по рисункам военных топографов, сделанных перед осадой в 60-х годах XIX века. В то же время крепость была разрушена до основания в ходе осады войсками Российской империи при участии чуйских киргизов, восставших против феодальной деспотии. Поворачиваем на проспект Жэбек-Жалу, что переводится как «шелковый путь». Нельзя не отметить городской цирк и центральный ЗАГС. Свято-Воскресенский кафедральный собор. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Мэрия города. Посольство Российской Федерации в Кыргызстане. Первомайский районный суд города Бишкека. Детская инженерно-техническая академия Алтын-Туюн. Бишкекский машиностроительный завод начал свою историю как литейно-пушечный завод. В 1795 году по указу императрицы Екатерины II в Луганске. В 1930-х годах завод стал ориентироваться на производство станков и патронов.
В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в город Фрунзе, современный Бишкек. Сегодня его территория разделена между несколькими предприятиями. Торгово-развлекательный центр Asia Mall. Территория бывшего шампан-вин-комбината, который начал свою работу в 1948 году. В советское время на этом комбинате производили 6 наименований шампанского, 30 видов виноградного вина, коньячного спирта, а также плодово-ягодных и виноградных виноматериалов. Бишкекский государственный университет имени Кусейна Карасаева. Кинотеатр Манас. Мы приближаемся к новому району города, так называемому Бишкек-Сити. Здание старого аэропорта скрылось в новостройках. Парк Адинай с Аэропортинским озером. Парк Энтымак. Наша прогулка по Бишкеку подходит к концу. Если у вас есть предложения для другого маршрута, делитесь ими в комментариях.